Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly, и сегодня мы с вами будем делать интересный проект. Это будет серия открыток, на которых будет изображен ящик со стеклом, на котором написано «разбить в случае необходимости» или что-то в этом роде. Как мне пришла в голову эта идея, просто у нас в компании повелось так, что вот оставался один какая-то вкусняшка, по-моему, пончик или что-то такое, и сказали, что типа вот это на случай апокалипсиса остается emergency donut. И так у нас пошло, что когда мы что-то там покупаем в магазине, мы друг друга спрашиваем, нужен ли нам emergency donut или какая-нибудь emergency вкусняшка на случай там плохого настроения или если просто захочется чего-то вкусненького, ну и так далее. В общем, так родилась идея сделать такие открытки. Здесь я делаю шаблон, по которому я буду уже оформлять все остальные открытки. Я его делаю на картоне. Тут я еще пытаюсь тщетно вырезать буквы, потом я поняла, что это плохая идея, и лучше я просто буду буквы писать от руки. Дальше я беру обычные акварельные открытки и переношу на них шаблон. Чтобы создать эффект стекла, я делаю блики заранее при помощи маскирующей жидкости. В конце я покажу, как мы это снимем и зачем это нужно вообще. И также я прохожусь по всем открыткам. Теперь можно приступать к покрасу. Я сначала делаю рамочку красным цветом. В дальнейшем окажется, что это была большая ошибка, и порядок действий должен был быть немножко другой, но я не знала о некоторых свойствах этой конкретной акварели. Может быть, я где-то нарушила технологию, но это мы в процессе сейчас еще поймем. Если бы я сейчас делала снова это, я бы с самого начала просто покрыла лист голубым цветом, чтобы имитировать стекло, а уже потом поверх него красила красным. Здесь я делаю тень, чтобы создать эффект глубины на открытках при помощи нейтрального тинта от Van Gogh. Красное — это от Mijello. И либо я нанесла слишком большой слой красного, либо в чем было дело, я не знаю, но при каждом прикосновении с водой он начинал размываться и смешиваться с другими цветами, что, конечно же, сделало мне много проблем. Тут я пишу emergency белой ручкой гелевой. Какая-то из ручек у меня почему-то перестала писать в моменте, но я слышала, что Mijello могут забивать белые ручки, но не думала, что это произойдет со мной, естественно. Ну, благо одна пишет, и слава богу. И здесь снизу я пишу название emergency предмета, то есть там пицца, замороженная пицца, энергетический напиток, маффин, кексик, донат, пончик, суши, бургер, кофе, печенька, куки и брокколи. Не спрашивайте, как здесь оказался брокколи. Ответа на этот вопрос я вам дать не смогу. И тут я начинаю скетчить. Немножко сложно было делать скетч из-за того, что маскирующая жидкость все время цеплялась автоматическим карандашом, но если аккуратненько делать, то в целом нормально. Тут я наскетчила пиццу, а это пришла идея моему главному вдохновителю сделать пиццу, замороженную в кубик льда. Так сказать, пиццу на случай необходимости в жаркую погоду, например. Мне нравится, как получилось передать вот этот вот сыр тянущийся. Дальше мы рисуем баночку энергетического напитка. Тут я сначала немножечко накосячу с акварелью в покрасе, но в конечный результат мне, в принципе, понравился, как вышло. Вообще, такая коллекция открыток, это, мне кажется, классная идея. Я планирую распечатать их в будущем и сделать доступными на сайте, чтобы можно было заказывать открытки. Дальше это у нас маффин. Я лайню все 0,2, по-моему, этот размер линера. Очень такой деликатный. Мне нравится, что он довольно хорошо смотрится с акварелью. Донат, пончик. Тут я была не уверена по поводу покраса розовой акварели, но в будущем вы увидите, что из этого вышло. Кстати, будет очень интересно почитать в комментариях, какой из этих открыток больше всего подошла бы вам и почему. Какая совсем не подошла бы. Тем временем я рисую сушенку. Это у нас лосось, 3 икринки и рис. Прожилки лосося я оставлю просто светлыми. Дальше у нас идет бургер.
Бургер, наверное, я им не очень довольна, но в целом как бы окей. Я знаю просто, что я могла нарисовать его получше, но я думаю, что в целом все равно получилось неплохо. Также со мной немного сыграла злую шутку, желание закончить этот проект в тот же день, когда он начался, то есть вот сделать это все за один присест, потому что, возможно, если бы я это разбила на какой-то более долгий период, получилось бы по-другому. Но и в целом мне нравится то, что выходит сейчас. Это у нас надкусанная печенька. Почему она надкусанная, это мы можем с вами додумать, как так вышло, у кого была экстренная ситуация. И брокколи. Брокколи, как бы в противовес всему тому фастфуду, который есть на всех других карточках. Иногда срочно нужно съесть брокколи, просто чтобы сбалансировать все вот это вот. Вообще брокколи для рисования очень классный объект, потому что это как бы растение, но оно очень круто задизайнено, если можно так сказать. Там много оттенков зеленого, можно потренироваться, и вообще прям простор для фантазии. Что ж, тут мы переходим к покрасу и первой красим пиццу. Сначала она у меня получится очень яркой, но когда я ее буду прокрывать голубым, я пойму, что все цвета смешиваются и уже все становится не так ярко. Хотя, когда высохнет, будет намного лучше. Потом я еще поверху буду прокрывать пиццу, во всяком случае, точно, потому что вот съестся краска именно вот этим вот голубым, которым я закрою. Я вообще решила, что, наверное, я проведу какой-то тест акварели на размываемость, потому что я как-то даже не подозревала, у меня не было в голове идеи, что такое может произойти, что акварель может себя так повести. Но, может быть, действительно, я слишком большой слой нанесла, слишком густо, или не дала достаточно просохнуть. А может, не знаю, честно говоря. Пока что у меня нет ответа, но я теперь задумалась об этом и считаю, что нужно изучить, потому что такие неожиданности неприятно. Когда хочется все-таки, чтобы акварель вела себя так, как ты ожидаешь от нее. Тут можно увидеть, что все пошло не по плану, и я решила, что прокрою тогда не раскрашенные объекты голубым в первую очередь, и потом уже буду поверх красить, соответственно, сам предмет. Так намного ярче получается и интереснее. Такая вот у меня задумка не до конца продуманная вышла. Но любой проект художественный — это тоже опыт. И вообще мне очень нравится, кстати, как получился маффин. Это вообще отдельно. Мне понравилось его рисовать. Может быть, я даже нарисую какие-то из этих объектов просто в скетчбуке у себя. Потому что мне очень понравилось. Это был очень медитативный такой процесс, что я к каждой открытке возвращалась потихонечку и шаг за шагом выполняла какие-то действия. Там тени сначала на всех открытках прорабатывала, надписи на всех открытках, потом цвета добавляла и так далее, и так далее. Также у меня еще была идея наклеить скотч прозрачный поверх открытки, чтобы было ощущение стекла, опять-таки. Но я попробовала на черновике, так сказать, и поняла, что это просто мешает тогда фотографировать открытку, и какого-то эффекта прям стекла нет. Есть только эффект того, что это действительно просто тупо наклеенный скотч. Поэтому я решила так не делать. Тут уже подходит к концу покрас. В принципе, все действо это заняло около 3-4 часов. Видео изначально получилось на 2 часа, и я его ускорила где-то в 10 с чем-то раз, даже, по-моему, в 20. В общем, вы видите очень сильно ускоренный процесс. Все это происходило под сериальчик «Друзья», и вот таким вот образом родились эти открытки. Они совсем скоро уже будут доступны, причем будут доступны, скорее всего, как оригиналы, так и распечатанные версии. Тут мы снимаем маскирующую жидкость, и вот такие вот открытки у нас получились. Напишите в комментариях, как вам, а я пойду снимать новые видео для вас интересные, и до новых встреч!